Приветствую вас на канале GTNH Fan Club. Мы находимся на сборочке Greg Tech Новый Горизонт. Легендарная сборка в легендарном Майнкрафте 1.7.10. Я думаю, на всех сборках, которые построены на Greg Tech, есть одна и та же проблема, а это именно проблема с питанием. Сегодня у нас такой говорильный гайд. Мы будем рассуждать о том, какие подобрать источники энергии, чем можно запитать вот все эти машинки бесконечные, я бы даже сказал, линии этих машинок. Вот ты знаешь, вот чем можно запитать в Грегтехе вот это уйму машинок, которая там существует. Так что сегодня мы немножко с вами поговорим о том, как выбрать идеальный источник энергии для Майнкрафта. А потом обсудим один конкретный вопрос про биогаз. Некоторые утверждают, что биогаз уже далеко не торт. А мы с вами откроем рецепты и попробуем этот миф развенчать. Но сначала немножко теории. Какой же должен быть идеальный источник энергии? Давайте подойдем к вопросу философски. Некоторые скажут, что идеальный источник энергии – это самый мощный, который себе только можно представить. Грегушка требует много энергии, поэтому чем мощнее, тем лучше. Но это не совсем так. Когда вы только будете начинать в паровом веке, в электрическом веке, на низших тирах, в ЛВ, в МВ, вам не нужно большой источник энергии. Вам будет вполне достаточно какого-то очень компактного, недорогого, чтобы вы не тратили слишком много топлива для его работы, но чтобы вам хватало. Для того, чтобы построить что-то большое и красивое, вам просто не хватит ресурсов. Огромные источники для начала развития, они как-то не очень катят. Соответственно, потом, когда у вас будет расти потребность в энергии, вам понадобится большой источник. И вам не захочется, чтобы переделывать свой источник энергии, который вы имеете, в какой-то другой. Или заводить другой какой-то. Было бы идеально, если бы источник энергии был масштабируемый. Ну, например, если у вас там один бойлер, вы поставили еще один бойлер. Или там, если у вас маленький котел, вы поставили большой котел. То есть, чтобы мощность вашего источника энергии, она росла по мере потребности. Вот тогда будет идеальный вариант. Вы не будете тратить слишком много ресурсов на то, чтобы его содержать, этот источник энергии, ну и на то, чтобы его строить. А с другой стороны, вы всегда будете иметь столько энергии, сколько вам нужно. У вас никогда не будет недостатка. А с другой стороны, хотелось бы иметь такой источник энергии, где не надо постоянно что-то копать, что-то рубить, выкачивать источники нефти новые, разведывать все, или там шляться по всему в космосу в поисках урана. Хотелось бы просто взять ключик и пойти в свою мастерскую, спокойненько сделать новые производственные линии и не отвлекаться на всякие посторонние дела. И единственное, что мне приходит в голову в этой связи, это слово «возобновляемые». Возобновляемые источники энергии. Вот чтобы они были такие же бесконечные, как звезды. Здрасте. Ты ко мне? Откуда ты взялся-то? Отравил еще меня зачем-то. Ладно, пойдемте поспим. Хотя тут больше никого нету. Это был какой-то один случайный. Ладно, продолжим наши рассказы при Луне. Вот, возобновляемые источники энергии. Я не зря залез на крышу. Вот вы видите, здесь стоит Simple Solar Boiler. Это самая первая мысль, которая мне пришла в голову, что можно очень просто и быстро организовать, чтобы солнышко нагревало воду, вода превращалась в пар, и мы эту энергию использовали для своей мастерской. Конечно, вы можете мне сказать, что в мастерской, когда у тебя там стоит 5-6 машинок, там 10 от силы, тебе этой энергии хватает. А что ты будешь делать, когда перейдешь в электрический век? Ведь в электрическом веке одна, только самая маленькая ЛВ-батарейка, точнее не батарейка, а один самый маленький ЛВ-генератор, он кушает столько, сколько все твои машинки вместе взятые. Даже, наверное, раза в 3 больше, чем твои машинки паровые. Ну, вы ж видели, крыша у меня большая.
Бойлера пока только 3. Если мне понадобится, я могу поставить и 33. Я могу и 53 поставить, если мне очень понадобится. То есть на первый этап мне хватит. Но, конечно же, доля истины в этом есть. Очень скоро настанет такой момент, когда солнечные батареи перестанут справляться. Точнее, для того, чтобы они справлялись, придется засевать целые там поля этими солнечными батареями. А мы помним, что идеальный источник энергии должен быть недорогой и компактный. Вариант огромный, как небо, нас не устраивает. Так что солнечные батареи – это, конечно, хорошо, но надо искать что-то другое. Можно, конечно, вместо солнечных бойлеров применять солнечные панели. Они немножко побольше вырабатывают электроэнергии, те солнечные панели, которые сразу дают электричество. Но, во-первых, не намного больше, а во-вторых, они не сильно дороже. А мы помним, что идеальный источник энергии у нас должен быть дешевый. Чтобы быть всегда на коне, вам надо поискать что-то другое. Ну, а солнечные батареи, их можно использовать в каких-то локальных местах. Например, вы можете запитать какие-нибудь там, не знаю, машинки на ферме, чтобы не тянуть туда провод центральной системы. Машинки на космодроме, например, он у вас, наверное, будет в стороне где-то от базы. Ну, или, например, вы можете сделать такой финт ушами, как взять, например, какую-нибудь пиролизную печку, которая сильно коптит, вынести ее на самый край базы. Вот. И чтобы не тянуть, опять же, туда провод до самой края базы, вы можете запитать ее солнечными панелями. Говоря про другие источники энергии, да, они есть. Это, например, ветер, это, например, текущая вода. Но там ситуация не намного лучше, чем с солнечными панелями. Эти устройства, как правило, производят очень немного энергии, но они сами по себе дорогие, сложные, занимают много места. Ну, как-то вот не тянут они на тот вариант, чтобы их использовать. Давайте сходим в ад. Я вспомнил, кстати, еще один источник энергии. Есть у нас такая прекрасная вещь, как лава. В аду этой лавы хоть... Здрасте. Я не к вам. Вы, пожалуйста, не толкаться. Дайте эту сторонку. Вот. Вы видите, здесь лавовых озер. Вот, хоть одним местом ешь. Сколько хочешь. А лава – это прекрасный источник энергии. Ну, не сразу, но когда вы доберетесь до титана, когда вы сможете сделать себе титановый бойлер, и бойлер из титана, если в него подавать 2 ведра лавы в секунду, он вам способен одновременно кормить где-то 12 турбин. 12, представляете? Это где-то по 2 киловатта каждая. Как говорится, энергии здесь море, но здесь есть один такой маленький неприятный нюанс. Для того, чтобы эту лаву вам как-то перетащить на базу, вам надо принести сюда помпу, желательно 2. Желательно не простые помпы, а швартиры, чтобы они могли обеспечить скорость потока 2 ведра в секунду. И потом вам придется очень часто и много переставлять эти помпы с места на место, потому что гашевая помпа качает быстро, она качает сразу 5 на 5 чанков. Давайте-ка мы отсюда уйдем, потому что нашего острова очень скоро не будет, если мы останемся. Судя по звукам, там завелся гаст. А гасты могут уничтожить остров вот буквально на раз. Они попасть по тебе не могут, но взорвать остров это запросто. Конечно, мне могут сказать, зачем тебе такие экзотические источники энергии, как лава и там вода, ветер. Есть же простая нефтянка. Самая простая, самая распространенная, самая популярная. Берешь нефть, качаешь сколько тебе надо и делаешь себе дизель, питаешь свои генераторы и не имеешь никаких проблем. Но я вам скажу так. С нефтью там точно такие же дела, как и с лавой, только масштабы другие. Потому что нефть, она далеко не такая емкая, как лава, ее надо много, вам надо будет постоянно разведывать, где какие месторождения.
и пытаться как-то с этим жить, как-то пытаться их выкачивать, пытаться их привозить на базу, и на это у вас будет тратиться огромное количество времени. И вот, пока я жую яблочко, точнее вишенку, я вас хочу спросить. Посмотрите вокруг себя. Вы ничего не видите? Вот это, по-вашему, невозобновляемый источник энергии? Ну, не обязательно вырубать вот этот вот прекрасный высокий лес, эти красивые деревья. Можно высаживать и выращивать растения на ферме. Биоматериал прекрасно подходит для того, чтобы из него делать топливо. В городах уже давным-давно ездят автобусы, которые пахнут блинами, потому что они ездят на подсолнечном масле. В Майнкрафте тоже есть технологии, которые позволяют из масла делать топливо. Мы можем выращивать какие-то семечки и выжимать их потом. Мы можем делать как у Сапиен, да, кстати, советую вам сходить, если вы ни разу не слышали. У Сапиента есть великолепная подборка гайдов по гректеку, и он, например, там делает энергию из тыкв, из арбузов. Ну, короче говоря, гонит самогонку, и на этой самогонке у него работает вся фабрика. Но давайте подумаем, какой же все-таки вариант лучше? Тыквы, пшеница, масло, может быть, рыбу лучше ловить, или там, не знаю, свиней выращивать. Путем немногочисленных экспериментов я пришел к выводу, что самый лучший вариант – это дерево. Тут уже стемнело, давайте поспим, пока какой-нибудь крипер не пришел из джунглей и не разломал нашу базу, наш хуторок. А я вам расскажу, почему дерево, на мой взгляд, лучше всего. Во-первых, дерево, оно обладает таким свойством, что оно быстро растет. Оно растет гораздо быстрее, чем любая пшеница, арбуз или что бы то ни было. Во-вторых, дерево растет высокое, то есть вы можете сразу получать много древесины, а параллельно вы еще получаете саженцы, яблоки, то есть у вас получается 3 продукта с одной фермы. Во-вторых, с деревом вы сразу можете получать не какое-то там масло, причем в количестве каком-то смешном. С одного семечка вы выжимаете, там, не знаю, 35 миллибакетов масла. А с арбуза вы можете получать там вообще что-то такое 10 или 16 там миллибакетов, я не помню. По другой технологии вы можете получить, конечно же, что это у меня тут не осталось. Это его надо положить сначала, а потом можно слопать. Окей. Давайте кушать тортики. А то я уже голодный. Ну все, насытился тортиком. И даже не видно, как будто я его не ел. Вот целый тортик. Вот. А дерево, оно хорошо тем, что вы с него можете получать уголь. То есть сразу с одного бревна вы вот в такой вот штуке получаете целый кусок угля и еще четверть ведра криозота. Вот она у нас тут стоит. Давайте мы ее запустим, наверное. Вот что-нибудь туда вкинем, чтобы она жарилась. И туда прилетит ведро криозота. Здесь станет на одно ведро меньше. Вот она запустилась. Вот, оно жарит долго. Жарит 75 секунд. Но в конце вы получите четверть ведра криозота и 1 кусок угля. Соответственно, с 4 кусков дерева, то есть с одного дерева вы будете получать 4 куска угля и ведро криозота. А криозот, он как бы удваивает энергетическую ценность угля, потому что на одном ведре криозота, вот здесь вот, например, на одном ведре криозота пожарится целые полстака предметов. На одном угольке, напомню, жарится только 8 предметов. Так что одно ведро криозота – это все равно, что 4 куска угля. Да, у этого способа есть недостатки. 75 секунд на одну операцию – это слишком долго. Вам квестовая книжка даже предлагает сразу сделать 10 печек, чтобы не мучиться, чтобы у вас за 7,5 секунд, а не за 75, был готов 1 кусок угля. Но я думаю, для начала вам вполне этого хватит. А потом есть другой вариант. Когда у вас
возрастет потребность в энергии настолько, что вам мало будет один кусок угля за 7,5 секунд, вы сможете поставить еще больше ферм и сделать вместо этих вот простейших печек Advanced Cook Oven. А это уже такая машинка, которая выдает один кусок угля в секунду. И работает в 75 раз быстрее, чем простые печки. То есть одна Cook Oven может вам заменить 75 обычных рейдкрафтовских куковинов. Вот. Давайте посмотрим на рецепт. Наберем Cook и посмотрим. Вот это вот обычная рейдкрафтовская печечка. А вот это вот Advanced Cook Oven, которая производит одну операцию за секунду. Делается она довольно-таки просто, я думаю, из обычных кирпичей. Ну, не совсем обычных кирпичей. Вам нужен какой-то Infernal Brick с оксигеном в бластушке, но, по крайней мере, вы ее можете сделать. Когда вам понадобится, у вас, надеюсь, уже будет бласт-печка, и вы можете себе такую конструкцию позволить. Вместо того, чтобы ставить поле из 75 многоблоков простых, вы можете поставить всего-навсего одну печку, но, правда, она имеет недостаток. Она не делает криозота, то есть, соответственно, выхлоп у него в 2 раза меньше будет. Но я, например, лучше поставлю вместо одной фермы леса 2, чтобы у меня был двойной выход сырья. И зато мне не придется ставить 75 многоблоков, я поставлю один, и все будет в порядке. Ладно, как сделать ферму, я думаю, вы сообразите сами. Есть два варианта, только подскажу. Стив Карт и ферма из Forestry. Еще вроде бы можно выращивать деревья на палочках, но я с этим не знаком. Я думаю, вы сами справитесь с выбором фермы. И когда вы начнете выращивать древесину, вы сразу поймете, что у вас, кроме древесины, собственно, с этой фермы будет получаться куча других продуктов. Как побочный продукт у вас будет просто море саженцев, куча яблок, и все это надо куда-то девать. И из вот этих побочных продуктов мы можем получить много чего полезного. Вплоть до того, что мы можем делать из них этилен, метанол, метан, все что угодно. Использовать их вместо продуктов нефтепереработки, получать очень ценные вещи. Но мы сегодня поговорим о другом компоненте. Мы из них сможем получать биогаз, как и из любых других растений. То есть вместо того, чтобы выращивать на грядках арбузы и тыквы, мы будем выращивать деревья и иметь и уголь, и то, что получается из арбуз и тыкв. Ну, давайте вернемся домой и посмотрим, как же этот биогаз получать, как его можно использовать. И вообще, есть ли такое у нас? Да, такое у нас есть. Вот биогаз, ячейка биогаза получается во всяких разных разливайках. Ну, давайте об этом поговорим в следующий раз. Как-то серия уже затянулась. Кому интересно подробности, как получается биогаз, из чего и вообще, как это все происходит, проходите по ссылочке на следующую серию. А с остальными я прощаюсь. Пока-пока. Увидимся.